Сальвета на канале Майк Play Show, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет, игровые механики такой игры, как Planetville Lane. Приятного просмотра! Действие игры происходит на планете, которая похожа на нашу Землю. Мы играем за девушку по имени Лана, которая является потомком первых колонистов. Вместе со старшей сестрой Ила наша героиня отправляется исследовать окрестности, параллельно натыкаясь на могилы, предположительно их родителей. После старшую сестру и жителя деревни похищают роботы. Главная героиня отправляется на поиски своей сестры. Она замечает, что всех людей уносят в специальные огромные роботизированные станции в виде шара с глазом. Параллельно преодолевая препятствия, мы встречаем животное, которое напоминает смесь хорька и кошки. Мы освобождаем его из ловушки и идем вместе с ним. После наблюдения за главной станцией с глазом, куда уносят всех, героиня падает в пещеру. Разблокировав механизмы в виде органы и труб, мы открываем светящийся шар, который наделяет нашего питомца способностью управлять другими животными. Выходя из пещеры, мы попадаем в болотистые местности, но наши животные не любят воду, поэтому мы постоянно будем использовать бревна, чтобы наш питомец не намочился. После мы оказываемся в одном из заброшенных шаттлов, где мы получаем браслет, который дает способность нашей героине управлять роботами, которые охотятся на нас. Но для того, чтобы ими управлять, необходимо подключаться к панели управления. После шаттла мы переправляемся на плоту через водные просторы. Мы останавливаемся в деревне рыбаков, где также все похищены. После решения огромного количества головоломок мы встречаем огромного паука, которого наш питомец смог подчинить. Мы же поднимаемся по его спине и идем дальше. Проходя немного бескрайнюю пустыню и решив ряд головоломок, мы входим в пещеру. Но происходит обвал, и наша героиня и питомец разделяют. Зверушку ловят, и теперь мы идем спасать не только сестру, но и зверушку. Проходя через пустыню, мы теряем сознание от усталости. Но нас спасает местный старец. Подобрав правильную мелодию, мы активируем робота, который доставляет нас к месту, где поднимаются наверх ресурсы в саму сферу, которую мы видели ранее. Мы заходим внутрь одного из грузовиков, который доставляет ресурсы в главный шаттл. Попав внутрь сферы, мы обнаруживаем, что люди там находятся в заперти, а за детьми следят роботы. Мы находим нашего зверька и освобождаем его. Также среди пленных мы находим нашу сестру. Попадая в самый центр, мы видим светящуюся сферу, которая управляет всем. Эта сфера пытается убить нас, но главная героиня спускает луч, который противодействует сфере, но у главной героини заканчиваются силы. Тогда питомец испускает свой луч. Это приводит к тому, что питомец теряет сознание, но потом он просыпается. Перенастроив сферу, роботы перезапускаются и начинают помогать людям. Люди, роботы и животные находятся в гармонии, и мы вместе с животным и старшей сестрой смотрим на живописный вид. Этим и заканчивается история игры. Теперь разберем основные моменты. Повествование сюжета происходит через объекты, окружающие нас. Можно понять, что мы играем за потомков первых колонистов, которые прилетели на эту планету. И корабль летел сотни лет, так как можно увидеть, что у корабля было несколько командиров, но со временем командиром стал робот. Я думаю, роботы, которые упали на планету, это также шаттл с колонистами, но в которых произошел сбой в программе, поэтому они и ловят людей вместо того, чтобы их выпускать из шаттлов. Также мы можем понять, что наш питомец это робот, так как если бы это было не так, его бы превратили в жижу, как это делали с другими животными на корабле. Я думаю, что животных уничтожали, чтобы делать из них еду для колонистов, либо топливо для кораблей. И нам удалось устранить сбой и выпустить людей. Игра богата красивыми пейзажами, интересными головоломками. Есть сюжет, в отличие от тех игр, которые имеют ту же концепцию. Игра полностью оптимизирована, что является все чаще редкостью. Баги встречаются очень редко. Игра отличная, всем рекомендую. Надеюсь, этот видеоролик был полезен. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.